Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Таро прогноз. Старинный цыганский пасьянс. Что случится до конца года? Что нельзя игнорировать или пропустить, буквально так. По сути, связанное с переменами, период как и ноября, ну, декабрь там я вижу более спокойный, но, наверное, то, что закрутится в ноябре, вполне вероятно будет продолжаться или как-то разрешаться даже в первых месяцах уже 2026 года. Так или иначе, какие-то перемены в той или иной сфере жизни, может быть, это перемены в нашем мышлении, они неизбежны. Давайте с вами узнаем. Ведь в последние месяцы уходящего года мы подводим итоги и строим планы на будущее. Вот давайте начнем с того, что узнаем, на пороге каких событий вы стоите. И именно в этом нам помогут карты пасьянса. Они о событиях, они без философию. И, может быть, это те события, которые сложат последующую конфигурацию того, с чем вы будете определяться. Может быть, это что-то прояснится в той или иной сфере жизни. И самое главное, что вы завершите, какие планы на будущее вы построите, какая обстановка вокруг вас. Может быть, это имеется в виду, как, знаете, вы подводите итог и устремляетесь вперед. То есть для вас уже какая-то новая тема, новая задумка. А может быть и наоборот, что-то будет продолжено. Вы пересмотрите, сочтете это, наоборот, важным. Вот давайте с вами узнаем. И останемся реалистами, поскольку наш Таро прогноз, пасьянс, мои дорогие, один из тысячи вариантов. Но подсказки мы получить, безусловно, можем. Никогда не знаешь, откуда придет инсайт даже хотя бы, правда? Смотрим. И в нашем раскладе мы можем складывать карты, которые находятся в крайних рядах по горизонтали и по вертикали. Для вас интересный период, мои дорогие. Может, сейчас какое-то выравнивание идет, но и с другой стороны, вот именно сейчас до конца года и где-то первые месяцы, скорее всего, с чем-то определяться придется. Или для начала быть честным самим собой. Что не пойдет или что, ну, может быть, это вы многократно пытались что-то начать, удерживать, но если это уже не складывается, стало быть, словно пространство нам закрывает дверь. Почему это важно? Потому что много планетарных транзитов, которые будут складывать для вас как раз очень благоприятную траекторию уже на 2026 год. Это когда вообще вся ваша жизнь, знаете, как концепция жизни меняется. Вот смотрите, скрещенные мечи– это тревога. Это не есть что-то конкретное, но это может быть, как знаете, какие-то предчувствия или там бесконечный анализ того, что это уже сложилось, да, или то, что произошло, вот я говорила, а нам как будто это не хочется терять. Или хочется, а дай-ка я попробую еще что-то, да. Ну вот такие подобные мысли, они вас могут посещать. Вообще мало совпадений, да, вот мы пока идем по картам, те, которые мы уже с вами достали. О чем это говорит? Спокойное течение жизни в целом. Правда? Деньги, мои дорогие, само по себе это уже неплохо. Может быть, это какие-то темы, задачи, которые касаются решения просто денежных вопросов. И у кого-то это движимое или недвижимое имущество. Кот, флирт, мои дорогие, хорошее настроение. Об этом нам говорит карта. Ну вот смотрите, есть какие-то сомнения. Правильно, неправильно, договориться, не договориться. Или договорюсь, не договоримся, да, то есть уйти нельзя, остаться. Вот есть какая-то, как развилка жизненного пути или какой-то перекресток, по которому нужно принять решение, а это сделать сложно. Может быть, это то, что вы хотели бы осуществить, месяц выпадает, сомнения. Но подсказка может быть именно в том, что будь то это отношения, или будь какая-то ситуация, которая уже складывалась прежде. Но явно прежние методы нам не помогут. Нужно быть реалистом, понимать, что проблема сама по себе никуда не ушла. Либо мы ее решаем, либо мы ее наоборот как бы поднимаем на поверхность для того, чтобы обозначить, из чего она состояла, и далее как-то там по пунктам
идем к тому, чтобы, ну, в зависимости от того, у кого что тут будет, да, или какая сфера жизни. Ну, или пошагово мы это решаем, пытаемся для себя прояснить, имеет смысл что-то продолжать или нет, но уж точно не бездействуем. Но спокойное течение жизни говорит о том, что, да, вот мысли, они могут быть разные. А вообще ведь для нас складывают достаточно приятную палитру каких-то событий. И нет ни того, что мешает. Я не вижу хоть один знак, который бы говорил о том, что вам что-то препятствует. И более того, мои дорогие весы, я вижу, что в крайней карты второго ряда, так, не туда поставила, положила, вот, у вас складывается корабль, один из символов Меркурия, поэтому у вас какая-то может быть добрая информация, предложение, может быть внезапная поездка в этом пасьянсе корабль, исполнение желания. Не всех желаний, одно вот именно так прописано. Но это что-то доброе, хорошее, то, что у вас получается сделать. И это уже точно, это какая-то определенность в том или ином вопросе. Поэтому, мои дорогие весы, ну, как будто есть от чего-то оттолкнуться. Плюс финансовая, да, составляющая, она такая более чем уверенная. И даже если вы хотите какие-то важные согласования по поводу именно, ну, пусть это движимое, недвижимое, как я говорила, имущество, но в конечном итоге это мы можем свести к финансам, поэтому это как раз может быть связано со стабилизацией какого-то дела, процесса или ранее нерешенного вопроса. А здесь именно, ну, может, нам пасьянс подсказывает, что у тебя это определится. Может быть, я такое вполне допускаю, для кого-то из вас состоится поездка. В самом конце у нас выпадает именно дорога. Иногда дорога символизирует, ну, конечно, это могут быть и такие короткие перемещения по, ну, вынуждены, да, там какие-то вопросы решать или кому-то отправиться, с кем-то встретиться. Но иногда все-таки дорога может и говорить о том, что дальний путь. И причем дважды, поскольку у вас еще ключ. Это как, знаете, открытые пути. Это более того, вот это открытый путь, если мы говорим ключ, да, но в сочетании в нашем пасьянсе ключ именно с дорогой, дальняя дорога. Может быть, для кого-то другая страна, другой город, перемещение, куда вы даже не планировали. Хоть нам ни одна карта, ни один символ не говорит о внезапности, но все же одно дело карты, другое дело наша жизнь. И с учетом планетарных транзитов, вот то, что внезапности могут быть, все же я такое могу предположить, а мы все разные. Поэтому держите руку на пульсе, мои дорогие весы, ведь если это внезапно, как будто от этого нельзя отказаться. Почему? Дважды. Смотрите, здесь может быть даже такая метаморфоза на самом деле, когда собирались ехать в одно место, но складываются обстоятельства, и вы куда-то стартанете внезапно, или для этого будут какие-то предпосылки, когда, как в анекдоте, я не знаю вы о чем, но ехать надо. Может быть, это какая-то важная встреча, и прежде вы думали, я ее перенесу, отложу на какой-то срок, а тут вы понимаете, а нет, мне сейчас нужно что-то прояснить, или от встречи с конкретным человеком будет зависеть решение последующих вопросов или каких-то ваших важных тем. Как будто начало имеет дорога, да, или путь какой-то, и потом это конкретика. Вы можете что-то планировать до конца года, а потом быстро соберетесь и куда-то отправитесь. Ладно, мои дорогие, вот интересно. Буду благодарна вашим комментариям. Напишите. Найдите время ближе к концу года, как у вас проигрался наш пасьянс. Мне будет очень интересно, правда. Всегда внимательно читаю ваши комментарии. Не всегда отвечаю, время не хватает. Но то, что я читаю, это железно. Итак, что прояснится? Первая карта. Давайте зададим 3 основных вопроса. И первый, значит, это у нас что прояснится? Что уйдет или что вы завершите сами? Может быть, и откажетесь от чего-то сами. Но это уже итоги как бы, да? И третья карта, что нового идет на ваш порог, в вашу жизнь. Или это то, что вы сами захотите продолжать. Итак, что же тут прояснится? Дела семейные, дела личные. Конечно, это может быть и не только, хоть и сердце раненое, да, нам показывают. Мы чаще ассоциируем с личной жизнью. Но это может быть
или могло быть какое-то предательство, к примеру, связанное совершенно не с любовной историей. Это могло быть, может быть, какое-то событие, когда тот человек, даже кого вы хорошо знали, или кому вы сделали много добра, ну, как-то по-свински, будем говорить, поступил по отношению к вам. Вот именно в этой колоде нам очень хорошо прорисовано, да, сердце и шрамы. Да, сердце заштопанное. Но мы как будто вспоминаем, почему, ну, вот в таком темном фоне или на таком темном фоне нам прорисована девушка, как будто вот эти нити, да, или нити это как, ну, как кровь, да, которая стекала и вот словно связанная по рукам и ногам. Да, она не могла ничего сделать, она не могла изменить эту ситуацию. И тройка, ведь это любая тройка, карта будущего. Вы спросите, это что у меня? На будущее? Нет. Я часто говорю, теперь это уже карта здорового равнодушия. Уже теперь сердце не болит. Уже все отболело, отгорело. Но шрамы никуда не денем. Хоть оно и заштопанное, но шрамы какое-то время будут ныть. И вы знаете, это карта, когда мы становимся сильнее. Сильными мы не рождаемся. Мы становимся, может быть, и духовно, и где-то внутренне сильнее после того, когда мы преодолеваем какое-то как внутреннее разрушение нас самих, которое было именно связано либо с крушением надежд, или с какой-то голой правдой, такой нелицеприятной, очень жесткой, или даже жестоким отношением именно в наш адрес, мои дорогие весы. Давайте узнаем, так что же это прояснится. Ну, явно вот какой-то минус в вашей жизни будет проясняться, с чем это связано, что прояснится до конца года. Вы можете от чего-то отказаться. По этой карте мы делаем вывод, выбор. И мы действительно как будто соединяем или определяем свое место в клубке противоречий, на что мы соглашаемся, как мы в дальнейшем продолжим путь. Тут, конечно, по этой карте есть размышления глубокие, потому что выбор не так просто сделать, и тем более предшествовала тройка мечей. Но, наверное, важное решение, решимость и первый шаг вы как будто делаете. Вот раньше вот как прообраз очага, вот этот вот искусственный огонь в чаше, он нас согревал. Но вот наступает время идти вперед к натуральному светилу. Здесь какое-то будет очень важное решение. Но этот выбор сделать не так-то просто. Может быть, вот как раз сомнение, неуверенность, тревога, да. В основном у вас, как и мечей два, да, это тревога. И здесь вот именно сомнение. Правильно ли я поступаю? А нужно ли мне действовать именно так? Вот перед этим, наверное, выбором окончательным мыслительный процесс у вас точно будет происходить. Опять же, карта выбора путаницы. И, ну, может быть, какое-то время это у нас словно глаза были завязаны, а здесь вот что-то прояснится, мои дорогие. И мудрость. Ворон– это символ мудрости. Что прояснится еще для весов до конца года. Какая-то затянувшаяся история, которая, может быть, долгое время или не затянувшееся, я имею в виду даже, пусть это отношения, пусть отношения через работу или через какие-то договоренности. Явно есть люди, именно персоны в чем-то участвуют, от кого мы получаем, да, вот этот, как будто нож в спину, или почему вот этот сгусток боли, по которому мы когда-то словно переживали, это страдали буквально, это какое-то страдание. И это же чаще всего именно связаны либо с решением людей, либо с чем-то таким для нас совершенно неприемлемым. И, может быть, эта подобная история у вас, как дежавю, повторялась несколько раз. Это будет свидетельствовать о том, что вы сделаете как работу над ошибками. Правда. Вы, может быть, если так вот честными будете с самими собою, вы окончательно поймете, что вам как будто мешает. Или в чем ваша уязвимость, мои дорогие. Вот это прояснится. Но по старшему аркану умеренности, это старший аркан, поэтому на вас внешние события будут оказывать влияние тем или иным образом. Но, может быть, это та история внешняя, если мы говорим. Это еще и решение других людей. То есть это не... Тут от нас это не зависит. Это именно зависит или от чего-либо, третьей силы, или конкретно от кого-либо.
И, может быть, вот эта какая-то грустная история, она была с несколькими повторениями. Но, видимо, по тузу жезлов окончательное решение вы принимаете, и жизнь, словно она до и после заканчивается. Вы можете закончить какую-то как зависимую ситуацию, чью-то чужую игру. Вот это все, посмотрите, какие сложные карты выпадают. И это, в принципе, что вы проясните, мои дорогие. Что еще вы проясните? Паж жезлов. Ну вот, и самое главное, наверное, то, что вас будет вдохновлять, будет какая-то радостная новость, известие, потому что пажи – это вестники. Или, ну, может быть, это та новость, которую вы даже слышите в средствах массовой информации, и это каким-то образом вам импонирует или с вами это перекликается, с вашими планами. И вот этот жезл, который сделал уже один виток, и словно выходит на новый оборот, на новый виток жизни, на новый этап жизни. Поэтому какая-то перезагрузка, мои дорогие, как и прощание с разочарованиями, так и хочется сказать, с душевной внутренней болью. Прощание с сомнениями, но, может быть, заключительный аккорд, когда вы где-то, как в последний раз, еще что-то обдумываете, чтобы потом больше к этому не возвращаться. Или вот эта боль, да, как сгусток боли, чтобы это, наконец, вас отпустило. Так вот, что же тогда уйдет? И тем не менее, видимо, вы будете пересматривать именно темы взаимоотношений. Опять же, люди. Все то, что я где-то говорила. Может быть, вы пересмотрите даже из разряда тех отношений, которые вы бы и не хотели, может быть, продолжать. А мы от этого не уйдем. Есть люди в нашей жизни, которых мы не можем отменить. Нам с ними придется договариваться. И все же эта карта говорит о том, что все равно те, кто суждено, они как будто нас даху гонят, или они с нами останутся. Но, может быть, иногда эта карта ностальгии. Вот ностальгия у вас уходит. Вот я бы сказала так. Именно ностальгия, сожаление, сомнение, когда до бесконечности мы что-то обдумывали, передумывали. А что, если будет вот так? А что вдруг будет вот так? Да, вот все то, что мы с вами достали по первому варианту, здесь все. И сомнения, и боль, и разочарование. Разочарование или боль от предательства. Вот все то, что мы пережили. Ну и, видимо, какие-то итоги вы будете подводить. Так хорошо тогда, и что же уйдет? Вы знаете, кто-то из вас может поставить даже точку в отношениях. Я такое вполне могу допустить. И не потому, что как бы в ваш адрес кто-то не проявляется. Такого нам не говорят. Более того, как раз с учетом планетарных транзитов, мои дорогие весы, и с учетом даже выпавшей карты. Я допускаю, что у кого-то люди из прошлого могут вернуться. Или пусть не возвращаются, а мы спрашиваем, уйдет. Может быть, это те люди, как я сказала, когда мы не можем их исключить из нашей жизни. И люди даже могут где-то пытаться с вами наладить взаимоотношения, но все же туз чаш в позиции, что уйдет. Или что вы завершите. Вы кому-то не верите, мои дорогие, и ставите в этом точку. Никаких эмоций, только холодная голова и здоровое равнодушие. Иначе я снова буду там же, где и был. Да, королева жезлов умеет хранить молчание. Вот и вы словно будете, видимо, продолжать взаимоотношения с теми, с кем сочтете нужным или, может быть, даже выгодным, потому что это у нас бизнес где-то или работа, поступление денег. Все это подразумевается наиболее удачливо как раз в распоряжении деньгами королевы жезлов и в правильной работе с информацией. Вот это очень соответствует вашим либо направлениям, либо энергиям, которые будут над вами господствовать, можно так сказать, до конца 2025. Но черный кот – это прообраз того, что мы храним молчание. Почему мы приняли такое решение? Почему или, в принципе, в каком ключе мы собираемся дальше там что-то или продолжать, или наоборот заканчивать? Мы никому ничего не обязаны, мы никому ничего не докладываем. Мы здесь просто можем отойти, кстати, как будто в тень. Или завершить вот так вот красиво, элегантно, никому ничего не объясняя, как будто мы идем вот к этому солнцу. Или можем положить конец какому-то конфликту.
Когда мы уходим по-английски, у кого-то я не исключаю, вы уйдете по-английски. Но перекладывайте на себя, мои дорогие, в том или ином контексте. Ну, у кого-то это смена работы даже, кстати, может быть. Именно потому, что вы уже думаете иначе. Вы уже другие, ваше уже сознание совершенно другое. Вот этот аркан, тройка мечей, я говорила, мы становимся сильнее. Это, знаете, нас невозможно на что-то уговорить, нас невозможно приобщить к какому-то делу, может быть, даже через лесть или через какой-то напор, шквал не самых приятных эмоций. То есть нам никак. Вот есть такое выражение фиолетово. Ну вот вам по какому-то поводу что-то подобное может быть, и вы как будто я иду своей дорогой. Правда, у вас тут свои планы, и вы на своей волне. Ну, это точно. Да, посмотрите, как четко прорисована карта. Девушка хранит свой дзен, а вокруг нее явно 7, как минимум, персонажей, которые буквально пытаются достать. Она не отвечает. Какие бы тут ни были обещания, варианты, нет, сейчас я на первом месте. Вот так. А что нового идет в вашу жизнь или что будет дальше? Ну вот, наверное, карта жонглера. Вы оставите тех людей, с которым, ну или с которыми вы видите, что, ну да, нравится, не нравится, а контакты надо продолжать. Или, может быть, наоборот, вы увидите какую-то выгоду. Вы будете заниматься, кстати, по этой карте. Это карта легкости на подъем и спонтанности. Что будет нового? Вам некогда будет скучать, мои дорогие весы, потому что может захотеться как минимум путешествовать, больше перемещаться. У вас как будто, может быть, вот эта перезагрузка может вызвать такую внутреннюю потребность в том, чтобы быстрее выйти как или из замкнутого пространства, или из той общности, из какого-то социума, из того окружения, в котором вы находитесь, для того, чтобы именно взять с какого-то низкого старта и совершить, как, знаете, внутреннюю какую-то, ну, как реинкарнацию, помочь самому себе. Потому что по этой карте мы можем планировать что-то. К примеру, план А, план Б, план С. Мы пробуем именно через пробу. Попробовали себя в одном деле, и получилось, не получилось. Мы уже вот именно исходя из пробы понимаем, что стоит нам этим заниматься или нет. Если нет, хорошо, переключаемся на второй вариант. То же самое со вторым вариантом. Нет, тогда третий какой-то вариант. Карта говорит, пусть не в этой колоде, пробуй, пока не получится или не надоест. И будь спонтанным. То есть, если что-то, как будто у нас может получиться, или вам какое-то предложение, или какая-то возможность, а для кого-то просто это ваши мысли, и вы можете себе сказать, а дай-ка я так вот просто без объяснений возьму и попробую куда-то съездить, или дай-ка я попробую вот чем-то заняться. И, может быть, эта тема долгое время, она жила как мечта, а вы это все время откладывали. Вот здесь мы можем начать что-то пробовать, правда. Это сама по себе новая, новизны чего-то, да, когда мы таким образом пытаемся уйти от рутины и от разрушений. Что нового в вашей жизни? Ну вот. Не бойтесь, видимо, знаете, принимать какие-то уже давно назревшие решения и делать выводы, мои дорогие. И пусть эта карта будет говорить о том, что, ну, в принципе, это такая очень добрая карта. Как, знаете, добрые энергии пытаются войти в вашу жизнь. Может быть, это для кого-то, даже если это было разочарование, и через разрушение. Меня смотрят люди из разных стран. И в итоге вы вынуждены были принять, ну, сложившуюся данность. Может быть, это у кого-то даже личная жизнь или разрушилась, или не сложилась. Но вот теперь нам говорят, если ты быстрее подведешь итоги, тогда ты как будто освободишь место для чего-то нового. И что будет дальше? Это карта семьи, карта эмпатии, взаимопонимания, финансового достатка и теплого, уютного дома. Что будет дальше? Есть ради чего стараться, будем говорить. Что будет дальше, что будет нового? Но вам как по судьбе, карта Иерофант. Пройти, вот, видимо, по этой лестнице. Конечно, это карта мудреца, философа, может быть, и к вам кто-то будет обращаться за советом. Я не исключаю, что и вы кому-то будете помогать, но вы-то явно тут будете помогать, только если очень близким, проверенным уже людям, да. Может быть, и будет такое, но я должна тогда сказать, вы, что нового идет. Вы какой-то период времени, ну, наверное, для вас это как символ нового будет. Почему? Потому что
и вряд ли вы сможете кому-то доверять. Вот есть такой момент. Потому что первая, опять же, двойка, пентакли, жонглер. Вы и себе будете задавать вопрос, а не жонглируют ли мною. И у себя, а могу ли я доверять? Вот пока вы выстроите какую-то новую траекторию во взаимоотношениях, во взаимопонимании, видимо, пройдет какой-то путь или пройдет какой-то период времени, когда вы должны, как, если это новое знакомство, значит, опробовать как будто человека, куда-то не торопиться. Вы можете принять даже тот факт во внимание, что мне не нужно торопиться, иначе я наломаю дров или неправильное решение по части личной жизни приму, если это касается новых каких-то связей или контактов. А я тут вижу, знаете, кто-то действительно может и переехать, или задуматься о переезде. Вот посмотрите, меняетесь вы сами, меняется ваша жизнь. Аркан Мир, аркан Иерофант. Иерофант – это всегда традиции. Вот для вас будут важны традиции. Может быть, прежде даже времени не хватало об этом думать, или обстановка не складывалась. А вот теперь вам захочется стабильности, покоя, уюта, надежности и мира. Помириться можно. Правда, вот что уйдет? Помириться все-таки можно, но мы ведь все разные. Кто-то может поставить точку на взаимоотношениях, даже если с обратной стороны есть как бы предпосылки к тому, что человек готов с вами что-то, ну, как выстроить заново. Кто-то не доверится или скажет, что нет. Больно долго затянулась эта история и тот сложный период, который я пережил или пережила, да, вот как по тройке мечей. Я хочу себя обезопасить, и хватит сюрпризов. И поэтому, значит, у вас будут какие-то с течением времени. И, кстати, вполне вероятно, что, ну, как минимум, в ближайшие полгода могут люди новые к вам, как войти в вашу жизнь. Я такое допускаю. Ну, а кто-то наоборот, действительно, вы договоритесь, проговорите какие-то важные темы, то, что не успели прежде друг другу сказать, и помиритесь, и воцарится вот это взаимопонимание. Определяете где-то вы. Вот именно вы решаете. Не за вас решают, мои дорогие весы. Вы в каком-то деле, я так вижу, личная жизнь. Вы ведущую как роль, первую скрипку, партию играете, как вы захотите. Так оно и будет. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Оставайтесь со мной. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.